Ребята, всем привет! Весна в разгаре, тепло. Так, сегодня мы пришли на новое место. Пришли мы с напарником, с моим другом. У него Экспедеус. Место интересное, такое ровные площадки такие. Дубы стоят, вот их видите, сзади меня, видите, дубы хорошие стоят. Так. Что найдем, то покажем. Не найдем, не покажем. Обычно новые места, как бы, мало находок бывает. Но нас это не испугает, правильно, ребята? Так, не сидим дома. Все в лес, в поля. Ну что, займемся поисками. Свинцовая дробь. Охотники стреляли. Тут свинца много. Свинец нам нужен. Будем делать грузило. Скоро мы на рыбалку пойдем. Будем открывать сезон рыбалки. Так, а у меня ножичек. Вот такой ржавый. Вот как-то не похож на черкесов. Как-то не могу определить, чей ножик. Форма не черкесов. Ну, не глубоко. Не глубоко. Ладно, сейчас мы здесь покружимся. Если ножик есть, значит что-то было. Туман с утра какой-то стоит. Вот рядышком я нашел ножик. И смотрим, здесь вот на дерево положили какие-то штуки непонятные. Крепление какое-то было. Тут какая-то звезда. Не пойму, что такое. Еще такая же ерунда. Ребят, подсказывайте, где это могло применяться. Крюк и такая звездочка. Так, получается, раз, два, три, 4 штуки. И удила. И тут же удила лежат. Это конская упряжь. Интересно вот эта штука. Что это такое быть? Так, пока такие находочки. Значит, тут до нас кто-то ходил. Ищем цветное. Так, весенний коп продолжается. Ветерок поднялся такой неприятный. Так, у меня сигнал 70-72.
Я говорю, это не гильза. Ребята, монетос. Вот поближе покажу. Не чистил еще, не смотрел. Похоже, как серебро. Вот так, а ну-ка. Серебро. Белончик. Саша, у меня серебро. Белончик. Я вижу 20. Пока не вижу. Чистим, ребята. Отлично. Отличненько. Ну, звук был как медная монета. Почему-то серебро вылезло. Так, чистим, ждем. Так, я поднял серебро, белончик, 10 копеек, 1923 год, ребята. Неожиданная находка в горах. Покажу заднюю сторону. Дома получше помою. Классненькая монетка, приятно. Ну все, мы продолжаем. Продолжаем. Вот какая-то поляна ровненькая. И вот на ней я сейчас нашел. Вот здесь выкопал белончик 10 копеек. И рядышком провожу. Вот тут еще сигнал. Сейчас на расчете белончик, ребята. Ставим лайк. Кто лайк не поставил, ставим. Сейчас еще серебришка, наверное, будет. Так, ко мне подошли, чтобы тоже монетку найти. Вот я копаюсь, и вот ко мне пришли. Говорят, тоже монета. Давайте посмотрим. Прям интересно. Так, рядом со мной язычок от крышки. Водку тут пили хорошо. Вот пусть крышки собирают, а я пошел монеты собирать. Да, сигнал был 80, как медь. Да, это медная монета, ребята. 2 копейки, 1924 год. Чистая медная монета. Лежала вот рядом с алюминиевой бронзой. Меня хотят сейчас уже побить. Ни у кого находок нет, а у меня вот монеты и монеты идут. О, аж солнце вышло, солнце за меня вот. Хорошая монета, приятная. Так, сейчас вам покажу. Вот она, банка лежит. Никто сюда не хотел идти. Так, я еду по этой дороге. Так, вот такой обруч. Наверное, было колесо телеги. Вот такая. Вот такое колесико. 2 болта больших. И вот на маленький. Не знаю, наверное, все-таки колесо было телеги. Интересное место мы нашли. И мусорно здесь, и банок много. Золотинок много. Посмотрим сейчас по мусорке по этой походим. Вот такое колесико. Так, у напарника вот такая находочка. Это остатки от ножниц. Не можем определить, цари, современная. Ну, крупные как бы. Крупные такие ножницы. Как факт, что находочка вот такая вот. Положим вот сюда, красиво. А у меня вот рядышком тоже сигнал. У меня сигнал цветной. Сейчас мы ко мне пройдем. И посмотрим, что я там нашел. Так, уже час ходим после монет. И нет сигналов. Решили же железные сигналы копать. Так, у напарника вот такая штука вылезла. Сидим, гадаем, что это такое. Ну, это какой-то инструмент, похоже. А тут бороздочка какая-то.
С этой стороны бороздочка. И вот такая штука. Наверное, какой-то инструмент, наверное, был. Времен, наверное, черкесов. Так, ребята, кто узнает, что это, пишите. Нам тоже будет интересно узнать, что это такое. Так, а мы продолжаем. Так, солнышко вышло. И ветерок прекратился. Вот такие вот у нас виды сегодня. Так, а у меня вот прям на поверхности лежало. Это как правильно, тыльник от приклада. На ружье стояло. Либо охотничье, оно слишком крупное для мосинки. Уже охотничье ружье было. Вот такая находочка. Винтовки самой нету. Одна вот эта часть. Тыльник, наверное, называется, если я правильно помню. Так, идем дальше. Такие находки всякие непонятные. Весна, тепло. Погода нас балует сегодня. Прям хорошо сегодня. Мы, наверное, все-таки нашли где-то Черкесский аул, где-то вот мы по нему ходим, а центр не можем найти. Вот у меня какая-то деталь бронзовая. Вот я по ней шарахнул. Не могу понять, что это и где это, блин, где это висело. Вот такая деталька. А кованые гвозди попадаются. Осколки чугунка, как говорится, что где-то был Черкесский аул. Где-то мы рядом, все вокруг ходим. Вот такая деталька. Так. Вот такая природа сегодня. Вот такой лес южный. Продолжаем. Так, в этой ямке у меня вот такой патрон. Это не от мосинки, это не 7,62, это какой-то, видите, он как-то нестандартный какой-то. Почистил донышко, ничего не видно. Может, от берданки или как там еще называлось. Вот такой патрон. Непонятно. Может, тыльник от того ружья. Может, в натуре пойти тыльник, то есть ружье поискать, где тыльник я нашел. Потому что и патроны начали попадаться целые. Ладно, продолжаем. Не, в лесу хорошо. Еще и весной хорошо. Птички поют. Тепло, цветы цветут, запахи всякие. Так, вот этой ямки еще один патрон. Видите, вот этот. Еще какой-то нестандартный. Может, мосинка, но видите, у него пуля тупая. Вот, два патрона в одном месте. И разного калибра. Да, видно, разного. Здесь потоньше, здесь потолще, калибр разный. Так, такой мы не берем. И никому не советую такой брать с собой. Какая красота. Два патрончика. Так, сейчас мы здесь покружим на этом домике. Так, у меня в этой ямке пуговица. Пуговица интересная. Пуговица гражданская. Ну, черкесы, наверное. Либо ранние советы. Вот такие пуговицы у меня любит мой друг Олег. Он занимается пуговицами. Домой приеду, отправлю ему фотографии. У меня напишут, что за пуговицы. Я постараюсь здесь справа прикрепить. Сейчас мы почистим и посмотрим. Вот такая пуговица. Пуговица бронзовая. Гражданская. И вот ее видно, когда делали, заливали. До конца получились отверстия. Пуговица целая. Интересная пуговица.
Прикольно. Такую я не поднимал, такую гражданскую пуговицу. Ну, такая тяжеленькая бронзовая. Я сначала подумал, что не бронза. Такая тяжелая. Интересненькая находочка. Так, а я продолжаю. Птицы тут рядом летают, шебечут. Вот, туман что-то появился. Погода меняется. Ходим по этому месту. Тут наслоение времени большое. И банки попадаются. Вы сами видели банки от краски. Пули попадаются. Вот, интересная находка. Вот смотрите, вот. Стекла валяются. Все перемешалось. И прямо на поверхности, смотрите, что нашел. Даже не копал. Какая-то штучка интересная. Какой-то амулет, что ли. Видно, вот сверху подвешивалось. Сейчас почищу, посмотрим поближе. Интересно. Который день копаем, а все без толку. Ничего, еще день-два и миллионы в моих руках. Наших, что? В наших. Я и говорю, в наших руках. Так, почистил, смотрите, ребята, какая красота. Патина зеленая. И, видимо, остались остатки позолоты. Видите, золотое. Золото виднеется. Не пойму, что это такое было. Но, видно, вот, было сверху продолжение. Сзади нет никаких креплений. Видно, было продолжение чего-то. Вот такая штучка интересная. Кто что узнает, подсказывайте, ребята. Первый раз такой нахожу красоту. Вот реально красиво, да? Вот это да, вот это находочки сегодня. Обалденно, просто обалденно. Это мы все по одному месту поэтому ходим. Погода вообще что-то испортилась, видите, ветер поднялся. Так с утра было хорошо. Так, у меня какая-то находка. Еще не пойму, разглядываю. Блестит как золото. И там, видите, что-то там виднеется. Какой-то зацепчик был. Или что это? Так, чищу, ребята. Золото, что ли? Так хорошо стирается, так. Так, ждем. Так, это все-таки... Это не золото, это медная какая-то пластинка, на ней позолота. Я щетка чистила, позолота слетает. Не пойму, что это такое было. Самодельное или не пойму. Ну, позолота это точно. А позолота это у нас все золото. Что за вещь? Что такая? Ну да, видите, она как-то кривое отверстие сделано. Самодельное, что ли. Интересная вещица, интересная. Почему не золотая? Сейчас мы здесь будем еще более тщательнее искать. Все на одном месте ходим. Зацепились, да. Вот главное зацепиться. Зацепились и давай потихоньку выхаживать. Главное, чтобы дождик не пошел. Что-то тучи пошли какие-то. Вот собираю чугунок. Уже много насобирал. Сейчас покажу вам. Вот, в одно место скидываю. Может, сегодня соберу целый чугунок. Вот такие прям большие куски. Чугунный сосуд был. Вот он. Это от него запчасть, железки. И вот керамика. Какой-то был сосудик. Какой-то горшочек был. Сюда складываю. Может, кому надо, кто-нибудь заберет. Все признаки, что стоял здесь домик. Так, гвоздей много. Так, продолжаем ходить по этому месту.
теперь солнце вышло. Это Геленджик, у нас так всегда тут. Погода меняется раз 20 на день, наверное. Солнце вышло, тепло прям. Так, у меня такие вот находки пошли, смотрите. Кованые гвозди стали попадаться, крупные. И вот эта штука, ребята, это зацеп от сабли, либо от шашки. Вот здесь шашка шла, а вот здесь вот оно цеплялось вот на пояс. Вот такая штука. Интересно. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Подвес от шашки, от сабли. И кованые гвозди. Смотрите, состояние хорошее. Вот такие находки продолжают идти. Вот эта площадка, вот мы по ней все кружим и кружим. Монеты царские хочется. Что-то как-то вот советы да советы как-то. Ждем, может попадется. Я в одном месте уже роюсь, уже час, наверное. Вот видите, вот в этом месте вот. Роюсь в этом, знаете, и все вылазит. Так, сейчас покажу. Вот это какие-то куски железа. Так, маленький ножичек. Какой-то инструмент был. Так, вот это я показывал. И вот вторая часть видно, вот она. Да, видно было вот это как от шашки, от сабли, вот как называется, как она втыкается, куда вот это, забыл, как называется. Ножны были вот эти вот. И вот гвозди. И все вот с одного места лезет. А, еще забыл показать. И вот такая вот украшалка, смотрите, я вам покажу. Бронзовая украшалка, где-то она висела. Вот видите, какая маленькая такая, еле зацепил ее. И все вот это вот в одном месте вот. Я сначала подумал, может быть, во время Кавказской войны кто-то потерял пояс, и на поясе висели ножны, ножик висел, ну а гвозди кованы откуда. Так, продолжаю копаться вот в этом месте вот. Вот там основные находки, вот, которые железные повылазили. Я решил круг поиска расширить. И вот сюда вниз ушел. Я подумал, может, все-таки здесь уклончик, может, сюда скатилось все. И вот в том месте, ребята, смотрите, что нашел. Так. Вот пряжка. Это первый цветной, второй сигнал цветной. Пряжка. Я так думаю, что в натуре пряжка. Ремень. Это от ремня. Ремень расцепился, и все это упало. И смотрите, в той же кучке, в том же месте, в той же ямке. Вот такой инструмент какой-то нашел. Не пойму. И вот такой инструмент. Смотрите, тут отверстие. Вот тут, мне кажется, вот эта штука от пистолета, либо от какого-то ружья. Удар, что ли, вот этот делался. Может, мы сейчас пистолет